Обновление Nexon X8 TV-бокса украинского производителя. И, честно говоря, тут очень интересно, потому что этот TV-бокс с учетом предновогодних акций в Украине нужно получить практически бесплатно от самого производителя. Короче, на канале Технозон. Обновление Nexon X8 или что у нас вообще с ним происходит. Поехали. Ну, в общем-то, слушайте, этот ТВ-бокс, он, во-первых, тяжелый. Он тяжелый из-за его системы охлаждения, про которую мы уже рассказывали, когда обозревали всю линейку X8, ну, вообще всю линейку X от Nexon, это раз. Во-вторых, у него есть Android TV на процессоре Allwinner H618. Ну, вы сейчас скажите, стоп, Allwinner H618 это не топовый процессор. А теперь подождите, не торопитесь, подождите, дослушайте дальше. Стоит самая младшая версия 1790 гривен или 1730, мы сейчас посмотрим. 4 на 32 стоит 1990, и тут вот сейчас будет вопрос, а что же такое бесплатно? А вот тут вот включается акция. Мы сейчас с вами на сайте производителя. Вообще, перед тем, как мы дальше будем обсуждать, подписывайтесь, нажимайте колокольчик. А также ссылка на проверенный, на фирменный сайт производителя, плюс промокод Технозон лежит в описании под видео. Используйте промокод, вообще отлично будет. Теперь давайте так, 4 на 32 1990 гривен, 4 на 64 290, 2 на 16 1790, да, 1790, на Android TV 12, и тут мы доходим, что можно купить с подпиской. Я вам объясню, я этот купил, когда эту тему просек, 2030 гривен. То есть стоит у нас 4 на 32, сейчас 2030 гривен. Это у нас батарейки я еще заказывал отдельно. Я вам объясню, батарейки Videx заказал отдельно. Все, с батарейками мне обошелся 2030 гривен. Плюс скретч-карта 2149 гривен. Но это на 3 месяца. Если на 6 месяцев 2326. Если, допустим, с 12 месяцев 2538. Но давайте посчитаем. Отдельно 12 месяцев стоит 1068. А на текущий момент, если вы успеете купить до Нового года как подарок, после Нового года будет, конечно, интересней, но акция в том, что каждому покупателю дарится просто бесплатно 12 месяцев подписки. Сколько стоит 12 месяцев подписки? Посчитайте сами. В принципе, перейдете в описании под видео, можете посмотреть, у нас там есть Nexon TV, кстати, который здесь обновленный уже для Android TV с каналами рекомендаций. Да плюс еще в этом TV-боксе сейчас Netflix и не есть. А теперь давайте еще. Дело в том, что если вы успеете это купить до окончания акции удвоения, когда он вам заканчивается до Нового года или сразу после Нового года, то вы получите 2 года бесплатного просмотра. А если брать по розничной цене 2 года бесплатного просмотра, то это 2000 гривен, даже немножко больше. 2128. Вот так вот. И выходит ли вам в теории этот ТВ-бокс бесплатно с учетом акций? Вы заплатили фактически за 2 года подписки и получили ТВ-бокс в сухом остатке. Поэтому предъявлять претензии к ТВ-боксу на Allwinner, который может 4К 30 FPS, да, он 4К 60 не может. Я это честно говорю, я вам про ТВ-боксы всегда честно говорю. 4К 30 FPS, да, 2К 60 FPS, он, кстати, проиграл, я удивился, не должен был, но может. 1080p 60 Гц проигрывает. У него есть LAN RJ45, 2 USB-шки, карт-ридер, AV-выход даже есть оптический из-под DIV с хорошим охлаждением, он не греется. Поэтому предъявлять к нему какие-то требования, мы изначально знаем, что это ТВ-бокс не топовый, он хорош для Full HD решений, либо для каких-то старых 4К панелей, там, например, без какого-то пресловутого Dolby Vision, либо какого-то Mega HDR 10+. Да, он делает из старых телевизоров смарт, но это классный вариант. Поэтому, ребят, переходим, тестируем именно обновление, это не полноценный обзор, а потом делаем выводы. Все, перешли. Так, если оценивать именно как обновление самого ТВ-бокса с его прошивкой, то это уже Android 12 с обновленным Nexon TV. Конечно же, мы рассуждаем это все для Украины. И обновление Nexon TV заключается в наличии вот этой вот строки состояния, и сразу с него и начнем. Зашли, видим фильмы, телевидение онлайн. Само собой, если мы берем в акции, то мы должны понимать, что он работает хорошо. А Nexon TV зарекомендовал себя за свою цену, так это вообще сочетание хорошее. Вот, пожалуйста, OpenGamer пошел воспроизводиться. Давайте чуть подальше перемотаем куда-нибудь. Все, включили, идеально отрабатывает. Хорошо, давайте выйдем из OpenGamer и попробуем включить телевидение онлайн. То есть за такие деньги вы получаете на год телевидение, или даже на 2 у нас получается, со скидкой дикой, да. Дальше,
телевидение работает. Давайте попереключаем каналы. Давайте. Тут какой-то сериал, тут телемарафон. Кто любит телемарафон, напишите, пожалуйста. Здесь тоже. У меня лисица там двумя руками поднимает это. Все, и с Nexon тут все отлично. Мы делали обзор Nexon, кстати, пожалуйста, в описании под видео есть, можете пойти посмотреть. Что из тех особенностей, которые я заметил? Ну, YouTube Plus, вы должны понимать, что это за YouTube. Но я использую подписку и использую простой YouTubeчик, он работает. Мы тоже также должны понимать, что у нас есть ограничения по воспроизведению YouTube для такого типа процессора Allwinner A618. Это, ну, грубо говоря, 4К 30 FPS. Ну, фильмовый формат 24 кадра, поэтому фильмы в 4К, например, с какого-то внешнего носителя вы посмотреть сможете. В YouTube, да, вот смотрите, у нас есть вопрос 4, сейчас 2К 30 FPS воспроизводит, мы можем попробовать включить 2К 4К 30 FPS. Сразу говорю, 4К 60 FPS не пробуйте, это ограничение процессора, может быть 4К 30 FPS, 2К 30 FPS и Full HD 60 FPS. Вот эти вот ограничения для Allwinner. Почему Allwinner вообще всплывает на нашем канале? Ну, во-первых, украинский производитель, во-вторых, Allwinner они допиливают и постепенно выпускают какие-то обновления, какие-то моменты. И самое интересное, что у нас здесь есть, например, тот же самый Netflix HD. Да. С ключами HD Netflix, пожалуйста, мы включили. Да, здесь управление такое себе интересное с помощью там какого-то колесика, но это работает. Опять же, который не будет слетать. Это HD Netflix. И это уверенное Full HD решение для телевизоров, потому что для новых 4К телевизоров я его не советовал бы брать. Например, там Dolby Vision нет и всего остального. Но уверенное Full HD для улучшения вашего телевизора старого, смарта какого-то старого, который уже не поддерживается, либо старой панели, идеально подходит. Смотрите, что у нас есть еще. Давайте с внешнего жесткого диска проиграем, например, какой-нибудь LG New York 4K. При этом советую сразу использовать TVD-видео. Это плеер специально написанный под Allwinner. Пожалуйста, все включилось, цвета хорошие, все отлично отрабатывает. В прошивке ничего, ну, это не полноценный обзор, это обзор, апдейт прошивки. То есть у нас на текущий момент, видите, работает все вот как Android TV. Голосовой поиск, например, он глобальный, там, фильм Черкасы. Он работает именно в таком варианте. Глобально нич, но это уже вопрос к Гуглу, потому что он постоянно то отключает, то включает, то обновляет, и с обновлением он может совсем измениться. Но при этом внутри приложения, если я захожу, допустим, в ютубчик и ищу что-нибудь в ютубе, давайте выйдем, идем в поиск, давайте в поиск, и вбиваем, ну, например, на голосовом поиске, ищем там канал Технозон, то он его находит. Он его находит, и, пожалуйста, вы можете смотреть все, что вам захочется, с помощью там, голосового поиска нашли. Все отлично. Поэтому это работает, голос работает, с внешнего жесткого диска работает, и как интерфейс Android TV тоже работает. То есть для меня это вот явно действительно Full HD решение с улучшением под стриминговые сервисы Украины и под просмотр, например, с какого-то там внешнего носителя. Очень удобно, что есть 2 года гарантии, 2 года полной гарантии, при этом у нас тот же самый Nexon, да, с этой акцией все очень неплохо выходит. Больше, в принципе, в улучшении мне показывать нечего, потому что это не полный обзор самого ТВ-бокса, это конкретно обзор апдейта, обзор, видите, у нас избранная появляется, это обзор именно улучшений со стороны Nexon, самого фильмового сервиса, и привнесение некоторых стриминговых сервисов по типу Netflix в данный ТВ-бокс за его цену. Неплохо. Ладно, ребята, мы рекомендуем украинского производителя, это именно в данном случае, если там брать какие-то другие продукты, это OEM, а это конкретный производитель, который там их собирает, и эти радиаторы пилит, и все остальное, и даже пайкой кое-какой занимается. Поэтому мы поддерживаем украинского производителя за такие деньги. Неплохой подарок к Новому году, например, если вы смотрите после Нового года, то это просто как, знаете, для старых или для просто Full HD панелей, для каких-то там, для 4К хороших я не советую его брать. Там уже можно смотреть какие-то Nexon X10, там Rocktech G2, тоже у Nexon можно купить, хотите, ссылки в описании под видео закину. А в данном случае мы рекомендуем именно в таком варианте, когда вы понимаете, о чем идет речь и что вы от него ожидаете. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.